общий расклад Таро, в котором мы откроем мысли, чувства, действия, планы загаданного мужчины по отношению к вам. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодняшнее наше онлайн-гадание на картах Таро посвящено отношениям, любви, переживаниям и ситуации с загаданным мужчиной сегодня, здесь и сейчас. Настраивайтесь на себя, на ситуацию, которая происходит у вас в отношениях. И мы начнем с того, что посмотрим с вами, что происходит между вами, какая ситуация, чтобы вы понимали, ваш этот расклад или нет. Так, здесь рыцарь жезлов, сразу карта говорит, что партнер отдалился, но, скорее всего, это ваш любовник. Или хороший партнер в области интимных отношений. Мужчина отдаляется, но и у мужчины есть какие-то свои цели. Так, есть сомнения, как у женщины, так и у мужчины. Вернется, не вернется, возвращаться, не возвращаться, получится или не получится. Как минимум, женщина, возможно, здесь сомневается в том, что будет дальше. То есть у вас, как у женщины, здесь, возможно, есть какие-то сомнения в будущем этих отношений. Даже, может быть, вы сомневаетесь, а прилагать ли сейчас какие-то усилия к тому, чтобы что-то изменить. Да? Так, мужчина, скорее всего, закрылся в себе, не отвечает, может быть, вас забанил, может, не хочет общаться, может быть, даже грубит, дерзит, в общем, ведет себя агрессивно по отношению к вам как к партнерше. Да? 7 жезлов говорит о том, что он выстраивает вокруг себя какую-то защиту или действует по принципу «лучшая защита – это нападение». Да? Так тоже часто бывает. Так, а у вас какое-то ощущение, что что-то должно измениться. Вы не верите, что все так может быть, что все пошло по такому сценарию и надеетесь на какие-то перемены. Вообще страшный суд, он, может сулить что-то хорошее, но вы знаете, вы, в общем, оптимист. Оптимистка. Тут женщина-оптимистка. Надеяться на лучшее, когда ситуация кажется не очень хорошей. И 5 пентаклей, такое ощущение, что либо вас прогоняют, да, от вас избавляются, либо вы хотите избавиться от этого человека, знаете, уже назло ему сделать, да, то есть, и пошел ты, да, и уходи, то есть, 5 пентаклей говорит о том, что, как минимум, ситуация болезненная, нестабильная, внезапная какая-то, неожиданная, и, здесь, знаете, как будто бы либо он в изгнании, либо вы в изгнании, либо вы оба в изгнании и не знаете, что теперь с этим делать. Давайте посмотрим, что он думает о вас сегодня, прямо сейчас, в эту минуту, в эту секунду. Его мысли о вас. Он думает, что вы его с кем-то обсуждаете. Причем он думает, что вы его обсуждаете тайно и в кругу каких-то, в кругу своих подруг, может быть, или близкого вам человека. То есть он думает, что вы шепчетесь. Почему? Возможно, здесь огонь, а здесь красный цвет, красная палатка – это карта таинств женских. Поэтому, возможно, у него щеки горят, уши горят, может быть, горит 5-я точка, он чувствует, что вы о нем думаете, что вы его обсуждаете, перемываете кости, если перемываете, да, и вообще он чувствует ваши мысли и ваши разговоры о нем. И он думает, что вы его обсуждаете. Хорошо, а что он чувствует по отношению к вам? Его именно чувства. Он чувствует, что вы правы. Здесь
управляющая ветром, и он чувствует, что вы говорили правду или говорили что-то правильно. То есть он чувствует вашу правоту. Слышите, да? Еще раз, управляющая ветром – это, по сути, как бы мастерица слова, да, или, может быть, муза, да, то есть он чувствует, что ваша энергетика, да, она правдивая или праведная, вот даже вот так. Хорошо, мысли, чувства. Почему закрывается? Почему он… истинная причина его закрытости. Но с точки зрения ваших энергетик, я сегодня взял, обратите внимание, женские карты сугубо. Ведьма каждый день и женщина в тотальном женском контроле. Да? Почему? Почему он закрылся? С точки зрения ваших энергий. Или можно даже так посмотреть, как ваша энергия непосредственно, лично ваша, женская энергия, действует на то, чтобы он открылся или чтобы он закрылся. Здесь вестница невинности или вестница принятия чего-то. Почему он закрывается с точки зрения этой карты? Да? Он что-то не может принять. Просто вот есть что-то непринятное ему, или вы что-то не принимаете. С точки зрения, да, вот вашей женской энергии, да, скажем так, то с точки зрения вашей энергии это вестница контроля или вестница принятия чего-то или смирения. То есть, по сути, либо он закрылся, потому что вы не можете смириться, либо вы его сильно контролируете, понимаете? Вот в этом плане. Тут нужно применять к своей ситуации, но, в общем, почему он закрывается? Потому что вы, скорее всего, не можете смириться и держите под контролем ситуацию. То есть, вы как бы навязываете в этой ситуации свой информационный контроль или свое информационное поле. Может быть, он что-то просто отрицает. Он отрицает, да, но отрицает именно потому, что у вас есть контроль над ситуацией. Или, может быть, он понимает, что вы знаете правду, но и понимает, и осознает ее, что вы правы, да. И, может быть, даже у него и горят щеки, горят уши или горит еще раз 5-я точка из-за того, что вы правы, да, что он где-то, что вы его подловили на чем-то. Вот так. Хорошо. Что он планирует изменить? Вот как раз страшный суд. Что он планирует поменять в отношении вас? Здесь мать Медуза Горгона, но это поглощающая мать. Что он планирует изменить по отношению к вам? Он радикально не хочет над собой контроля. Он хочет, чтобы лично вы, как женщина, потеряли над ним контроль и не поглощали его. То есть, и, может быть, он не хочет, чтобы вы обсуждали его или критиковали его и при этом еще и обвиняли. То есть он не хочет быть виноватым, подконтрольным и должным. То есть его чувство долга здесь, оно абстрагируется от вас, да, вот так он уходит в сторону. Хорошо. Чего ему не хватает в ваших отношениях совместных? Не хватает принятия. То есть он что-то не принимает, вы что-то не принимаете, да, то есть отталкиваете друг друга. И не хватает единства и праздника души. То есть действительно у вас серьезные энергетические проблемы.
давайте посмотрим. Мысли, чувства посмотрели, немножечко там планы, да. Давайте посмотрим, а какие действия в отношении к вам он будет предпринимать в ближайшем будущем. Вот загадайте свой срок, там, день, 2, 3, месяц, неделя, как вам удобно. Давайте посмотрим, что карты скажут. Загадали, да? Если не можете загадать, сосредоточьтесь, поставьте на паузу. Он планирует к вам визит, поездку. Может ли он сделать так, что вы поедете к нему? Да, может быть. Поэтому это поездка и это встреча. Хорошо. Давайте тогда спросим, как может произойти, или как может пройти ваша встреча, ваше общение. Учитывая то, что он отдалился, он на расстоянии, да, то есть он планирует какое-то сближение, встречу. Как пройдет эта встреча? Эта встреча может пройти по абсолютно любому сценарию, она может быть непредсказуемая, и чем она закончится, непонятно. Но она дает вам шанс на то, чтобы начать что-то в ваших отношениях с нуля, то есть перезагрузить эти отношения. Хорошо. Что нужно вам, как женщине, как партнерше, принять для того, чтобы у вас возобновились отношения, например, для возобновления, не для прекращения? Надо принять, что все пропало, что все плохо в вашей ситуации, и что все разрушено. И лучшей ситуацией это будет любой шанс, если вы хотите возобновить эти отношения. И этот любой шанс вы должны использовать. Поэтому вам нужно принять, что ситуация настолько плоха, что нужно цепляться за любой шанс. Вот так. Это в случае, если вы действительно, хотите восстановить эти отношения. Хорошо. А вот если вы хотите все испортить, что вам для этого нужно сделать? Чтобы, например, покончить с этими отношениями. Что вам надо делать? Здесь очень хорошая карта. Давайте так скажем. Продолжать ухаживать за этим человеком, но делать это навязчиво. Вот если вы хотите все испортить, то навязывайтесь дальше. И это забота, 6 кубков. То делайте как раньше, да. Но у вас раньше был тотальный контроль, это навязчивость. Вот эта карта навязчивая мать. Хорошо. Я вот хочу просто забежать немножечко наперед и посмотреть, а будете ли вы вместе. А потом продолжим и посмотрим, может быть, что-то пойдет из потока. У нас сегодня потоковое чтение Таро. Что вам нужно сделать? Вам нужно смириться, успокоиться, сосредоточиться, сконцентрироваться на цели, на принятии решения. И это смиренность. Вот она, смирение. И смирение. В чем для вас смирение? Посмотрите на эту карту, поставьте на паузу и напишите в комментарии, как вы считаете, что вам нужно принять для того, чтобы продолжить эти отношения? Вот в этой ситуации. Хорошо. То есть, возможно ли продолжение этих отношений? И будете ли вы вместе, при каких условиях? Неоднозначно. Не факт, что вы будете вместе по этой карте. И вообще карта говорит нет. Но тебе нужно попасть, условно говоря, ножом, да, в десяточку, да, то есть сделать, у тебя мало шансов, что ты будешь вместе. Но одним из шансов, да, одним из условий получить этот шанс – это смирение и принятие решения, и концентрация на поставленной цели. Хорошо. Хорошо. Что вам в этом поможет? Вам лично, как женщине, ваши энергии куда, в какую сторону надо налаживать? Вам нужна хранительница истории, это она же ведьма, да, это жрица на самом деле. Давайте так скажем. Вам нужно как можно меньше обсуждать этого партнера, этого мужчину среди
своих друзей, подруг и, может быть, родителей. С кем вам можно обсуждать по этой карте? С ведьмой, с гадалкой, ну или с человеком, который имеет доступ к таинствам каким-то, да, storykeeper. То есть это ведьма, там, короче, колдуны, условно говоря, с ними можно. Хорошо. А что вам лично лучше отпустить для того, чтобы эти отношения были, ну, как бы легче шли вперед, да, вот так. Что нужно отпустить, от чего избавиться? Может быть, вы даже сомневаетесь в этом, да, ну, что нужно избавляться, но лучше избавиться от этого. Смотрите, тут нужно понять, вот эта женщина, она вас лечит или нет? Вам нужно избавиться от какого-то доктора. Ну или выздороветь, условно говоря, то есть набраться сил, да, то есть, понимаете. Соответственно, вам мешает либо доктор, либо, может быть, какая-то ведьма. Ну, хотя здесь ведьма, здесь у вас она вам наоборот помогает. Поэтому, может быть, вам нужно поменять технику лечения или технику исцеления своего здоровья и здоровья этих отношений. Вот часто бывает, вот вы настроены в отношениях с такой энергией, а вам нужно корректировать эту энергию. Понимаете, да? Вот хранительница тайн – это же ведьма, но поменять вам или избавиться нужно от техники или от самой ведьмы, понимаете? Ну, может, вы работаете там с какой-то женщиной, да, которая вам там помогает энергетически, да, или там магически. Ну, тут уже смотрите сами. Ну и по сути, может быть, ваш способ, ваша тактика, она же, да, тактика, она женского рода, она вам может мешать. Боится ли он вас потерять? Ну, давайте я так скажу. Это, ну, как бы жрица целей. Он не видит или не ставит перед собой за цель вас потерять. То есть он не целенаправленно хочет разорвать, разрушить отношения. Но боится ли он? Нет, не боится. То есть он не видит этого страха, да, как такового, но и не ставит перед собой цель как бы разорвать эти отношения. Хорошо. А любит ли он вас до сих пор, да, вот по сей день, как говорится? Я скажу так. Это карта Соверена или независимого вести такой, да. То есть он любит ваше достоинство, да. Он вас уважает. Он вас уважает, и это важно. Совет карт вам в данный момент: уйти или остаться? Ну, здесь перерождение, и карты пока что вам говорят уйти или отдалиться. Но помните о том, что у вас здесь выпадает 13-й аркан, условно говоря, это 13-й аркан второй. Здесь он 14-й. А здесь выпадает страшный суд, то есть перерождение. Вообще месседж высших сил, он в том, чтобы вы уж вышли из этих отношений, либо как минимум приняли, что они разорваны. Пока. Для чего это нужно? Для того, чтобы, возможно, ваша энергетика и ваша психика, ну, приняла какую-то форму целостности, обрела для того, чтобы у вас появился шанс продолжать. Хорошо. Его конкретные шаги, именно шаги по отношению к вам, вот 3 конкретных шага, которые он сделает, ну, в ближайшие дни, там, месяцы или тот отрезок времени, который вы сейчас настроитесь и загадаете. Итак, первый шаг. Ну, он может позвонить и сказать, что он прекращает отношения и причинить вам таким образом боль. Это первый шаг. Второй шаг. А второй шаг, возможно, вам от этого легче станет, и ему легче станет, но он может и передумать.
Это очень хорошая карта на объединение. То есть он может появиться для того, чтобы сперва причинить боль, а потом начинать и как бы исправлять то, что он наделал, да, натворил. Вот так. Ну и третья карта, восьмерка пентаклей. Он, скорее всего, предпримет усилия, чтобы сперва причинить вам боль, а потом направить свои силы для того, чтобы загладить свою вину по отношению к вам. А как произойдет, можете написать через время в комментариях. Все будет хорошо, оставайтесь на связи. Мира вам и вашему миру. Берегите себя, любите себя и миры, которые окружают вас. Услышимся. Пока-пока.